Всем привет! Продолжаем рассказ о нашей поездке Чуфут-Кале. Не доходя до пещерного города, в тиши старого леса мы обнаружили древнее мусульманское кладбище. Руины Такие Дервиши. Дервиши – это монахи, которые давали обет бедности. Они жили в братствах Такие. Сейчас здесь остались только камни, покрытые мхом, трава и еле заметные тропинки. Это мусульманское святыня была почти 500 лет одной из самых почитаемых в Крыму. Очень обидно, что не удалось сохранить все эти древности. А вот гробница Джаннике Ханым сохранилась в очень хорошем состоянии. По одной из легенд, Джаннике погибла, защищая крепость от врагов. По другой легенде, она прожила долгую жизнь, правя Чуфут-Кале. Гробница – это довольно большое здание с колоннами и аркой, украшенной арабской надписью. Это гробница великой государыни Джаннике Ханым, дочери Тахтамыш хана, скончавшейся месяца Рамазана 841 года. Через решетку в глубине здания видно надгробие. Мне кажется, что она была и вправду великой правительницей. Немногим мужчинам строили такой мавзолей. А вот водосборный колодец. Он устроен так, что дождевые талые воды со всех окрестностей стекали в колодец, а затем через него попадали в отстойники. Чуфут-Кале находится на голой скале. Здесь нет никаких источников воды. Ее доставляли из долины в бочках. Собирали дождевую воду, зимой топили снег, собирали лед, который долгое время хранился в холодных глубоких пещерах, укрытый толстым слоем соломы. Тут мы исследуем еще один колодец, его нижнюю часть. Похоже, вода или поднималась, или уходила в эту ямку. Сейчас здесь все засыпано мусором. Пещера огромная. Воды здесь могло бы поместиться очень много. А пользовались колодцем жители Чуфут-Кале через вот это отверстие. Вот там, где виден кусочек синего неба. Самым известным сооружением Чуфут-Кале является комплекс караимских киназ. Он состоит из двух зданий, построенных на краю южного обрыва. Большая кинаса с каменными арками и малая справа от нее. Караимские кинасы были местом для богослужения. Обе кинасы находятся во внутреннем дворике, окруженном каменными стенами. В старину во дворике находились шатры, кочевые юрты. В дни праздника урожая шатры покрывали коврами, украшали фруктами и овощами. В конце праздника их раздавали бедным и детям. Начиная с XIV века пещерный город Чуфут-Кале был населен караимами, беглым народом, произошедшим то ли от евреев, то ли от хазар. В общем, мало что известно о них точно. Караимам запрещали проживать в Крымском ханстве, и поэтому они бежали в пещерные города. Именно тогда Бахчисарайская крепость и стала называться Чуфут-Кале, что в переводе с тюркского означает «еврейский город». Караимы были ремесленниками, и в городе на тот момент находилось множество мастерских, в том числе первый в Крыму монетный двор. Чуть дальше караимских киназ мы обнаружили довольно большой и полностью сохранившийся жилой дом. Пожалуй, единственный целый дом в городе. Табличка над дверью гласит, что это усадьба известного караимского ученого Фирковича. Сейчас в этом здании открыт Караимский этнографический музей. Но мы туда, к сожалению, не попали. Ученый Фиркович всю свою жизнь вместе с семьей жил в Чуфут-Кале. Он занимался изучением и восстановлением древней истории города, его пещер и захоронений. Жилище стоит на краю обрыва, а потому видно издалека. Во дворе имеется лестница, которая ведет на жилой второй этаж.
Нижний этаж же целиком предназначался для хранения провианта и инвентаря. За воротами средней стены начинается главная улица нового города. Она имеет рельсовую дорогу, по которой двигались ослы и лошади с колесницами. Для пешеходов были предусмотрены тротуары. В узкой колее колеса тонули. Вазы садились на пузо, животные ломали ноги. Краимская дорожная служба набивала каждую колею мятой увлажненной соломой, смешанной с битой черепицей, остатки которой и сейчас можно встретить в размывах дороги. Лишь после сильных ливней дорожникам приходилось начинать все сначала. Дубовые восточные ворота когда-то были обшиты железом. В мирное время их открывали утром и вечером. Через них на арбах с большими колесами привозили продукты из соседних деревень, воду, дрова и всевозможные товары. Весь Чуфут-Кале практически высечен в камне, в скале, в 2, а иногда в 3 этажа. Внутри города было множество сооружений: оружейницы, склады, мечеть, казармы для гарнизона и другие жилые помещения. Был обустроен небольшой дворец, и долгие годы тут размещался монетный двор Крымского ханства. А также в Чуфут-Кале была школа и небольшой продуктовый рынок. В районе южных ворот имеется более 30 пещерных сооружений, расположенных друг над другом. Многие пещеры связаны между собой наружными и внутренними лестницами и, по-видимому, являются остатками единого пещерного комплекса. Многочисленные пещеры в большинстве своем использовались вовсе не под жилье, а для хозяйственных нужд, в том числе и для содержания скота. Жилые комнаты были построены над ними. Сейчас от этих домов вдоль улиц сохранились одни руины, а то и просто груды камней, поросшие мхом. Многие пещеры Чуфут-Кале имеют жилой вид. Среди них можно выделить подземные комнаты правильной формы с отверстиями в виде выходящих наружу оконных проемов и дверей, ведущих в другие подземные помещения. Иногда они оснащены лестницами и колоннами. Некоторые из них настолько просторные, что могли быть пригодными для постоянного проживания. Например, пещерный комплекс Чауш-Кабасы у северного края плато, к востоку от средней оборонительной стены, вблизи нее, из внешнего малого рва ведет вниз лестница в двухэтажный пещерный комплекс Чауш-Кабасы, состоящий из 2 огромных тщательно высеченных в скале помещений, по-видимому, хозяйственного назначения. Обе пещеры имеют прямоугольную в плане форму. В центре верхней пещеры при ее вырубке оставлен столб, подпирающий потолок. Пещеры связаны между собой внутренней лестницей. Оконные проемы обоих скальных залов обращены в обрыв. Особенно поражает своими размерами нижнее помещение. Как показали раскопки, над этим пещерным комплексом располагалась богатая усадьба, построенная в 17 веке. К сожалению, нам не удалось обойти все пещеры. Их в Чуфут-Кале более 200. Мы не успели обойти и посмотреть многие интересные места. Мы не попали на кладбище, не увидели монетный двор, водосборный бассейн, банные пещеры и осадный колодец. Тем интереснее будет вернуться в Чуфут-Кале еще раз. Очень сложно представить, смогла бы я жить в таком месте, среди скал и ветров, без воды и света. В голове не укладывается, как долго тут жили люди и как давно это было. Чуфут-Кале давно был заброшен. Новую жизнь пещерный город получил во второй половине 20 века, став популярнейшим туристическим объектом. Сегодня
Сотни тысяч людей каждый год посещают его, чтобы прикоснуться к древним стенам и полюбоваться потрясающими видами с горного плато.